Здравствуйте! Сегодня будет очень интересное видео, усаживайтесь поудобнее, потому что очень много я получил разных откликов на свое предложение по реформам. 10 реформ, кто не видел, заходите, смотрите. Основная какая проблема у многих людей? Им нравится то, что я предлагаю, ну по крайней мере большинству, процентам 70, да, 30% не понимают, о чем я говорю или не признают. 70% одобряют, но очень многие считают нереально. Денис, ну а как же внедрять? Очень популярная точка зрения не дадут. Сегодня я вам расскажу про другую страну, не Украину, к сожалению, и как не нужно себя настраивать подобным образом. В общем, смотрите факты. Итак, есть такая страна Сальвадор или Эль-Сальвадор. Там молодой президент, его зовут Наиб Букеле. Я сегодня хочу рассказать вам, как там все происходило, происходит, про этого президента. И чтобы вы немножко пофантазировали и не считали, что что-то невозможное, а главное поняли, как нашу страну ведут не туда. Итак, давайте немножко ознакомлю вас сначала с биографией. Наиб Букеле – сальвадорский политик и государственный деятель, бизнесмен, президент Сальвадора с 1 июня 2019 года, то есть уже 4 года. В 2012 году был избран мэром муниципалитета Нуэво Кускотлан. В 2015 году стал мэром Сан-Сальвадора, столица. В обеих кампаниях был избран от Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти. То есть, смотрите, мэром одного города стал, потом стал мэром столицы, потом стал президентом. Вот вам классическая, правильная политическая карьера. Не всегда, но в этом случае это очень показательно. Парню, кстати говоря, не сказал, 81 года рождения, всего лишь 41 год. Сам Наиб Букеле из семьи предпринимателей, и он сам серьезный предприниматель. Я так понимаю, у них бизнес – это самый крупный дистрибьютор товаров Yamaha. Самый крупный в Сальвадоре, я имею в виду. И вот так он принял решение пойти в политику. Почему? Потому что он сам по себе прогрессивный человек, и вы сейчас поймете почему. Такие вещи не делаются легко. Обратите внимание на один из пунктов моей программы по поводу организованной преступности в Украине. И на самом деле она и курирует политику. Что сделал Наиб Букеле? Я хочу начать с главного. Он построил мега-тюрьму. И первое, что он сделал, это борьба с преступностью. Он посадил нереальное количество людей. Я не кровожадный и не призываю сажать всех и все. Но с организованной преступностью ничего не получится. Там в Сальвадоре это было что-то страшное. Там по улице невозможно было ходить. Там убийство на убийстве. То есть государством по сути управлял криминал. Он это искоренил. Посмотрите на кадры этой тюрьмы, которую он построил. И как там все работает.
Gracias. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, ministro. Listo, ya, señor presidente. ¿Qué tal? Buenas noches, presidente. Buenas noches, director. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido. Buenas noches, señor presidente. Bienvenido al Centro de Confinamiento del Terrorismo, pieza clave para ganar la guerra contra las pandillas. Gracias. ¿Nos puede acompañar a este recorrido, por favor, Muchas señor gracias. presidente? Ahorita nos encontramos en un área de ingreso único. Lo primero que debemos de garantizar para tener el orden, control y disciplina dentro del centro penitenciario es que no ingrese ningún objeto ilícito a este centro de confinamiento. Para eso contamos con tecnología de punta, escáneres que toma de rayos X, y podemos garantizar acá que todas las personas que van a ser trasladadas acá, todos esos terroristas... Pero aquí hay incluso dentro del organismo, se ven los pulmones, los huesos. Así es, señor presidente. Es para verificar internamente que no lleven ningún manuscrito o ninguna orden, así como fueron detectadas desde el inicio de su gobierno. Y de esa manera vamos a garantizar no solo con los medios tecnológicos, que es de punta, así como es este centro de confinamiento, sino también todos los medios manuales para garantizar que su gobierno debía de tener el control de las cárceles. Para garantizar eso, como le digo nuevamente, tenemos que tener todos estos registros de ingresos de esta manera. Y así, señor presidente, si hacemos una comparativa y recordamos un poco de la historia, en los gobiernos anteriores, como en Arena y el FMLN le habían entregado los penales a todos esos grupos terroristas. Y recordemos también, y la población salvadoreña puede hacer memoria también, en donde ingresaban torres de sonido, ingresaban prostitutas, de todo. De todo, señor Claro, presidente. tenían computadoras, Así es. pantallas, PlayStation, Pasaban semanas modems, sí, celulares. Por supuesto, de la Fuerza cubiertos Armada. ya con la Fuerza Armada, y que va a estar esto monitoreado totalmente por todas las fuerzas de seguridad del Estado, señor presidente. ¿Vamos a ir aquí? Sí. Gracias. Señor presidente, le doy parte que habemos 600 efectivos de la Fuerza Armada. Señor presidente, le doy parte que habemos 250 efectivos de la Policía Nacional Civil. Acá, señor presidente, la responsabilidad de nosotros, de la Fuerza Armada, va a ser cuidar el anillo exterior del centro. Afuera de las 33 manzanas de construcción, Sí, en la periferia en las de... 200. Sí, son dos. Una alrededor del perímetro de construcción hay 7 garitones exteriores, que eso lo vamos a cubrir nosotros. Allí hay 7 soldados en cada garitón. Y aparte de eso, vamos a hacer la parte fuera del perímetro de construcción. Junto con la policía vamos a hacer los patrullajes para tener controlada y también que no haya... Fuera de la construcción, dentro Sí, dentro de las 200 manzanas. Esa la vamos a patrullar junto con la policía. Además de eso, hay 2 unidades militares acá, señor presidente, cercanas. La 5ª Brigada de Infantería, que está a 19 kilómetros de acá, y la otra a 11 kilómetros, que era el DM9, que también ante cualquier... En caso de refuerzo. Sí, cualquier necesidad inmediatamente pueden concurrir. Además, los espacios permiten que puedan emplearse helicópteros u otro tipo de ayuda de manera inmediata.
Sí, y la policía, señor presidente, nosotros vamos a tener 50 elementos internos, que es el grupo de intervención penitenciaria en apoyo y requerimiento de lo que es el sistema penitenciario. Señor presidente, de la zona 2, de los diferentes módulos, y aquí vamos a poder ver cómo, y la población va a poder apreciar cómo el Estado se respeta. Aquí garantizamos el control, orden y disciplina, señor presidente. Esos son módulos donde van a estar recluidos. Donde van a Están estar las recluidos. celdas. Pero si podemos ver aquí, señor presidente, en este momento vamos a mostrar lo que es una intervención de la toma del control del módulo 3 de la zona 2 del centro de confinamiento. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches. Permiso de volar. Soy el subcomisionado Walter Guillén, jefe de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía Nacional Civil, y solicito a ustedes ejercer maniobras de mantenimiento y restablecimiento del orden en este centro. Permiso concedido. Gracias, señora. La orden. Gracias. Pelotones, alto. En guardia. En avanzada. ¡Ar! Continuando en esa intervención, ahorita nos vamos a dirigir al módulo 3, señor presidente, en esta zona 2 de todo el centro de confinamiento de terrorismo, donde vamos a ver totalmente controlado y disipada cualquier tipo de novedad que pueda llegar a haber. Para hacer cualquier requisa selectiva. Ну а дальше экономика. Во главе угла и впереди паровоза всегда экономика, я вам говорил. Он отменил очень многие налоги. Ну, там неолиберальная налоговая система. В частности, на 15 лет лишил IT-компании, технологичной компании, он лишил налога на прибыль. Убрал налог. Дальше, в Сальвадоре он сделал биткоин расчетной валютой. То есть биткоин это официальное средство платежа в Сальвадоре. Что это означает? Значит, представьте, это наравне с долларом ходит биткоин. Это как если бы в Украине наравне с евро и гривной и долларом ходил бы биткоин. Ну, правда, у нас евро и доллар свободно не ходят, но было бы правильно, мультивалютная система. И биткоин. Это сразу заманивает всю эту индустрию, которая связана с криптовалютой биткоином, на территорию государства. Это инвестиции, это приезжают люди, создают рабочие места, используют ваши банки, то есть в вашей финансовой системе начинают вращаться, вливаться просто огромные деньги. Речь идет о десятках миллиардов долларов. А если бы это была Украина, возможно, речь шла бы и о сотнях миллиардов долларов. Дальше вычистил государство, выгнал послов, дипломатов венесуэльских, закрыл все дипломатические связи с Венесуэлой. Потому что там режим Мадуро. Я, кстати, про этого Мадуро вам неоднократно рассказывал. Это такой, как вот Лукашенко в Беларуси, мелкоплавающий диктаторишка, так и Мадуро, который, в принципе, признан только диктаторскими странами. Дружок Путина, кстати говоря.
Посольство США поприветствовало это. Но, конечно же, ничего легко не бывает. И помимо очистки от криминала, Наиб Букеле столкнулся также с кем? С Соросом. С тем самым Соросом, который, в принципе, левачество по всему миру навязывает, финансирует прокуроров и всяких деятелей, которые пытаются Трампа, но ничего не получается в Америке, посадить в тюрьму. То есть, которые весь здравый смысл пытаются прессинговать и убирать вообще во всем мире, навязывая свой этот бред. Президент Сальвадора не дал это сделать. Он отчаянно сражается с соросятами разного рода, которых туда пытается тоже Сорос внедрить через все возможные фонды, организации. Один к одному то, что происходит в Украине. То есть, конечно, страны, которые так вот управляются, и если бы таковой была Украина, они невыгодны Соросу. Но видите, парню 41 год, он с этим справляется. А вы говорите многие, ничего невозможно. Посмотрите, как возможно. Еще вы скажете, ну это же маленькая страна, но это же другой регион. Да нет, никакой разницы. Поверьте мне, потому что там, где есть минусы в большом государстве, там есть плюсы. И так в каждом деле. Если вы думаете, что чем-то процессы внедрения реформ подобных отличаются, на самом деле они ничем не отличаются. Теперь зачитаю вам, там произошел очень любопытный эпизод, и вы тоже увидите отсылку к моим реформам, кто, конечно, их смотрел. В феврале 2020 года, когда парламент затягивал одобрение финансового займа, Букеле ворвался с военными в законодательное собрание, требуя одобрения его решения. Оппозиция обвинила президента и армию в запугивании депутатов. То есть, моделируем ситуацию, это все равно, что в Украине ворваться с военными. Представьте, там приходит новый президент после войны, Залужный остается на своем месте. Президент, конечно, не справляется с ОПГ, потому что полиция и спецслужбы украинские с этим не справятся. Включается армия, и вы там, с Залужным и с солдатами, со спецназом врываетесь в Верховную Раду. Скажете, не демократично, а я же человек демократичный. Но я вам хочу сказать так. Есть моменты, когда вы просто страну не очистите без этого. И я почему в своих реформах сказал, что очистка Украины при помощи армии, при помощи ЗСУ. ЗСУ это единственный сегодня, ну, скажем так, орган, структура, которая не дискредитирована. Офис президента давно дискредитирован, для меня во всяком случае. Для моих сторонников тоже. Хотя, вы знаете, ничего личного практически нет. Поэтому такие вещи, конечно же, могут происходить и в Украине. Но я сейчас не говорю о военной диктатуре, о, не дай бог, военном перевороте. Это как раз Украине не нужно. Потому что тогда, я уже 100 раз говорил, точно превратимся в Афганистан. Просто, когда ты делаешь такие реформы, ты однозначно сталкиваешься с сумасшедшим сопротивлением. Да, там были обвинения, что он пытался там с местной мафией договориться, криминалом. Конечно же, это все в режиме переговоров. Те структуры, я про всякие ОПГ, они должны понимать, что рано или поздно лавочка закрывается. В Украине и так это очень сильно затянулось. 32 года страна барахтается. Я считаю, достаточно уже все хапнули кто что хотел. Пришло время цивилизованно жить. Народ, который пережил и переживает все то, что происходит в войну, и она, дай бог, скоро закончится, все-таки заслужил пожить, наверное, как цивилизованные люди. Вы как считаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Да, и если вы новый человек на канале, обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик и лайк. И это очень важно. То есть вот смотрите, свободная экономика, побежденный криминал, недопуск леваков, всяких соросят и борьба с ними, он не запускает их, по сути, не дает им разгуляться в Венесуэле. Ведь Сорос же не лично это делает, я еще раз говорю, он это делает через разные организации, и он внедряет в страны местных аналогов олигархов. В Украине такие тоже есть, я вам о них неоднократно говорил, например, как Томаш Фиала, который владеет несколькими СМИ. А эти СМИ центральные, это огромная аудитория. Или там телеканалами, как некоторые владеют. Но у нас это как бы телеканалы больше свои олигархи. Эти пытаются пока только какие-то телепередачи куда-то засунуть. Но часто они взаимодействуют, потому что вот Порошенко точно с такими организациями, и Пинчук особенно взаимодействует. Вот я вам рассказал яркий пример, как эти вещи делаются. И представьте, я сначала вам представил программу реформ, а теперь рассказываю про Наиба Букеле, потому что когда-то давно о нем читал, а сейчас мне товарищ сбросил и говорит, смотри, как это делается, уже после. То есть, представляете, это я не с этого срисовывал. Хотя брал лучшие практики мировые, которые считаю применимы в Украине, да в принципе и в любой стране. Потому что на сегодняшний день вы видите даже по Америке, что левачество атакует. Нужно с этим бороться и искоренить. Потому надежда на республиканского президента, потому что Америка задает импульс всему миру. И вы можете сравнить это все с нашими предыдущими действующим президентом. И это еще долгожданное видео про Шимона Переса Израиль, обещаю, выпущу, не выпустил пока. Понимаете, от чего все зависит? Ты президент, тебе Бог дал невероятный шанс.
И если ты начинаешь заниматься ерундой, это всегда плохо заканчивается. Да, ты можешь хапнуть денег, но это позор. Ну, как в случае с некоторыми нашими, да, президентами. Действующий президент – это случай, когда простота хуже воровства. Да, Зеленский лично, я уверен, не замешан ни в какой коррупции. Но все его окружение, оно коррумпировано. Глава офиса президента Ермак, о нем даже говорить не хочу. Когда ты приходишь, я к чему веду, ты должен понимать, что только инновации, и нужно в сторону своих личных отношений отставить. Тебе нужны совсем другие люди рядом, которые, если ты что-то не разбираешься, а президент не должен и не может во всех сферах разбираться. Есть биткоин, ты же молодой человек, ты же понимаешь, что это правильно вообще криптовалюты. Это тренд, это инновации, как все остальное. Внедряй, разрешай. Такие реформы всегда привлекают в Украину только деньги, мозги. И, в принципе, людей, рабочие места, это всегда на пользу стране. Есть вещи, смотри, что запрещено в соседних странах, а где-то разрешено. Я уже рассказывал, как-то Голландия, Нидерланды, ничего не случилось, там легализованные проституция, легкие наркотики. Делай в Украине. Еще что-то есть, делай, посмотрите еще раз, призываю мою программу реформ. Делай, внедряй новые инновации, что-то где-то в мире появилось, сейчас искусственный интеллект. Звони Илону Маску, говори, строй заводы, давай исследования, вот тебе полигон, делай, еще что-нибудь, секретное оружие для Пентагона, частные заводы стройте. И вот эта штука, это лучшая крыша, лучшая защита для того, чтобы на твою страну никогда не напали, учитывая, такая бешеная собака у нас сосед. Вот так это работает. А как вам правильно объяснить? Если ты хочешь, типа борешься с тоталитаризмом и с рашизмом, а сам хочешь построить подобную модель, но просто где ты будешь рулить, прикрываясь перед западными партнерами, что ты великий демократ, либерал и вообще за все доброе и светлое в этом мире, только помогите. Это так не работает. Ты должен на деле это доказать. А потом, вот многие люди удивляются, я Гарри Табаху, посмотрите в подкасте, задавал вопрос. А почему Америка выступает за Южную Корею, если Северная их атакует? Будем сражаться. Если Китай атакует Тайвань, будем воевать, будем проводить конкретную военную операцию против Китая, сражаться за Тайвань, не дадим аннексировать Тайвань. Потому что, почитайте о Тайване, а может я когда там сделаю передачу. Капитализм, свобода, инновации, какая там медицина, как там живут люди. Южная Корея. Ну, Южная Корея, мне кажется, уже сама кого хочешь защитить, такая там армия. Ну, тоже, наверное, надо делать передачу, рассказывать людям, потому что многие просто не знают. И какое там ВВП, и какое там все. Богаче России страна, Южная Корея. Вот так это все, понимаете, происходит. Никто не хочет защищать, потому Байден вроде что-то дают, что-то не дают, день дают, день не дают. Дают недостаточно такое, лишь бы Украину не захватили, но для победы недостаточно, свое все провально, никто ничем своим не занимался. Я всегда предпочитаю рассчитывать только на себя. Украина должна была рассчитывать только на себя. И тогда бы не случилось то, что случилось. У Зеленского за 4 года, я про Порошенко даже молчу, у Зеленского за 4 года были все возможности. Порошенко тоже ничего не сделал. Посольства работали, торги шли, все было нормально. Какие инновации? И все предыдущие, я говорю, у них было только «я хочу это возглавить». Я не хочу ничего менять, я хочу возглавить, но всегда, там со времен Ющенко, ну Янукович этим не занимался, тут что о нем говорить, пытались показать, что мы демократическая страна и все у нас хорошо, мы с Западом. Но все разведки все прекрасно знают, кто с Западом на словах, кто с Западом на деле. Если бы ты строил правильную страну, не было бы никаких проблем. Я просто в этом уверен. Страна бы процветала, развивалась. И все лежит на поверхности. Нет никаких секретных знаний, секретных документов. И как же делать? Они все там все прекрасно знают, но может быть кроме Зеленского. Но они там для того, чтобы наживаться. Приходит Сальвадор, приходит парень, 41 год, из бизнеса человек. И очень четко и хорошо понимает, как это делать. Раз решение, два решения, упираетесь, взял военных, решил вопрос. Он же не пошел заниматься какими-то там а-ля диктатор. Он же людям свободу дает. Но добро должно быть с кулаками. Потому что когда страна уже доходит до пика, и Сальвадор, и Украина, не остается других вариантов. Все украинские правоохранительные органы всю жизнь сотрудничали с организованной преступностью. Какие реформы вы так хотите провести? О чем мы вообще можем говорить? Люди должны спокойно ходить по улицам. Все должны иметь право сказать свое мнение. Как правильно сказал Илон Маск, даже если я буду терять бабки, я все равно продолжу говорить свое мнение, потому что это правильно.
И Твиттер он для этого купил. То есть должна быть дискуссия общественная. Нравится, не нравится. Люди должны иметь право сказать так, как они думают. И спецслужбы не должны никого прессинговать. И не пытаться там что-то как-то. И такие люди, как я, не должны оказываться из этого политической эмиграции. Получается очень несправедливо. Я всю жизнь за Украину, я помогал, и сейчас сражаюсь, и многое, я считаю, сделал. Но такие люди не нужны. Но нужны другие, нужны хапуги, нужны те, кто присоединится к системе. А потом не стыдно было Зеленскому, когда ему Америка вручает список, 25 человек, увольте, пожалуйста, они воруют нашу помощь, они скомпрометированы. Он с 25 или 35 10 человек только уволил. Ну это же стыдно просто-напросто. Нас спасают, а эти воруют. Разве кто-то когда-то пришел к Зеленскому, и он выслушал кого-то с каким-то предложением? Его оттеснили, сказали, нет, это все лохи, дураки, не слушай их. Ты сейчас Гетманцеву скажи, что давай биткоин сделаем официальным средством платежа. То он скажет, Владимир Александрович, не вздумайте, мы завтра обанкротимся. А людям скажет, МВФ запрещает. А зачем спрашивать это МВФ? Давно нужно было объявлять дефолт. Как только пришел Зеленский, нужно было объявлять дефолт. Мы с вами не одалживали эти деньги. И жить по-новому, делать приватизацию, совершенно по-другому строить страну, полностью инновационно. Не, у всех надо зайти спросить разрешения. Там это, там то, там сейчас крупнейшие хедж-фонды войдут. Оккупируют, уже такие как BlackRock, оккупируют Украину. Внутренний предприниматель это вообще какой-то мусор для всех властей. На тебе налоги. Там, ну ладно, потом расскажу. Абсурд какой-то просто. Просто какой-то абсурд. После войны не может так продолжаться. Потому что многие опасаются, что вот какое-то будет не такое перемирие, а Путин через 2 или через 5 лет снова пойдет. Я еще раз говорю, смотря что мы будем делать. Если подобные вот реформы будут, никто на нас никогда не нападет. Побояться незачем. А если будем слабыми, коррумпированными, я повторяюсь, рядом такая бешеная собака, ну так будет всегда. Вы знаете, как часто идет пьяный, размахивает кошельком, в котором полно денег, или там где-то в баре. Сладкая булочка там для разбойника какого-нибудь. Точно так же и с государством. Должно быть совершенно все иначе. И я вам уже на практике рассказал как, вот уже конкретные примеры. И прошу вас, заканчивайте считать, что это нереально. Пишите вопросы в комментариях, пишите свои мнения в комментариях. Если вам нравятся подобные видео, я буду их продолжать делать. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока.